Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю и собираю, в одном видео буду показывать и сборку, и украшение вот такого торта кукла. Кукла у меня такая лесная жительница в этом видео, поэтому немножко такое нестандартное украшение, но как быстро очень испечь, собрать и украсить этот тортик, я вам все покажу в этом видео. Итак, для бисквитов мне понадобится 8 яиц, весом по 50 грамм, 2 пакетика ванильного сахара здесь у меня, щепотка соли. Все это я начинаю взбивать до такой пышной пены. Добавляю туда сейчас порциями, вот так постепенно, 400 грамм сахара. Взбиваю примерно 5 минут. Вот до такой пышной побелевшей массы. 200 грамм растительного масла без запаха. Также 200 мл молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю. Ничего здесь я не взбиваю больше. Просеиваю 480 грамм муки. В 2 порции я ввожу, потому что количество муки большое. И также я туда добавляю сейчас 24 грамма разрыхлителя. Потому что у меня будет 3 бисквита здесь выпекаться. 80 грамм какао-порошка. Все это просто перемешиваю до однородности, ничего не взбиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Буду выпекать на режиме вверх-вниз без конвекции. 2 формы по 18 сантиметров и 1 форма 16 сантиметров. Я застелила их фольгой. Сейчас разливаю тесто. Там, где у меня 18 сантиметров, я порции теста чуть поменьше выкладываю в формы, а там, где у меня 16 сантиметров, чуть побольше. Выпекаться будут 2 формы по 18 сантиметров 25 минут, и вот эта маленькая форма будет 30 минут у меня выпекаться. Испеклись бисквиты. Еще в теплом виде их освобождаю от фольги. Они уже сразу же готовы к нарезанию. Бисквиты очень быстрые эти. На вкус шифоновый бисквит. Я их даже пропитывать не буду вот с данным кремом. Нарезаю сейчас струной. У меня здесь получится 10 коржей, но использовать я буду 9. Шапочки я не буду использовать. Их потом можно на кейк-попсы пустить, заморозить их и также сделать из них кейк-попсы. Они влажные, очень хорошие бисквиты. Сразу же готовы к работе. Вот такая у меня кукла. Она немножко такая миниатюрная, эта кукла. Теперь здесь у меня 300 мл очень хорошо охлажденных сливок. Сливки у меня 33%, не менее 30% нужно брать. 2 пакетика ванильного сахара, 80 грамм сахарной пудры, 300 грамм творожно-сливочного сыра, 250 грамм сыра маскарпоне и 200 грамм сметаны 24% жирности. И также 2 столовых ложки какао-порошка. Все это просто взбиваю до однородности. Сахар добавляйте по вкусу. Я просто не люблю, когда шоколадный крем у меня такой приторный. Я всегда добавляю вот такую порцию. Он с легкой кислинкой будет от сметаны. Легкой, совсем едва заметная, но очень сбалансированный вкус у крема. Крем начиночный, им нельзя украшать торты. То есть это для начинки именно крем. Не пропитываю здесь бисквиты, потому что они пропитаются от крема, и торт у меня будет настаиваться где-то 12 часов, то есть у него будет время для того, чтобы пропитаться. Выкладываю здесь все коржи. И сверху я буду использовать все-таки 3 коржа, не 4, а 3. 1 корж у меня останется. И потому что мне уже этого будет достаточно, иначе вид у этой куклы будет, очень неестественный. Здесь очень важно вот за этим вот следить. Также прослаиваю все это кремом просто. Крем достаточно стабильный, то есть он не растекается, он без желатина. Сразу же обрезаю под форму юбки. Бисквит очень хорошо нарезается сразу.
Стараюсь аккуратнее, конечно, это делать. Здесь все эти обрезки, в принципе, уйдут наверх, на формирование верха этой юбки, то есть у пояса. Аккуратно очень все это удаляю и укладываю наверх, вот таким образом сейчас. Остатками крема сейчас вот так разравниваю это все. И убираю сейчас в холодильник часа на 3, чтобы крем этот весь схватился очень хорошо, чтобы у меня вся эта заготовка уже не деформировалась. Можете накрыть это пищевой пленкой. Пока я приготовлю бабочку, из которой я буду делать крылья. Здесь у меня бабочка из вафельной бумаги. Я 2 бабочки сейчас склеиваю. Здесь у меня в качестве материала идет водка. Очень мало наносим, чтобы она у меня не стала такой вот мокрой, иначе испортится вся заготовка. Она у меня здесь немножко, я переборщила с этой водкой, но в принципе все здесь мне удалось сделать, потому что это будет сзади, это будет не видно. И отправляю ее сейчас просыхать. Она очень быстро подсохнет, эта бабочка. Итак, у меня прошло где-то 3 часа. Заготовку достала из холодильника, она уже охладилась. Ганаш здесь очень простой. 200 грамм шоколада, 40% какао и 100 грамм сливочного масла я просто разогрела в микроволновке. Сейчас полностью покрываю этим ганашем весь торт, всю эту заготовку. И отправляю в холодильник, ну, буквально на полчаса, потому что ганаш схватится очень быстро. И торт уже будет абсолютно стабильным. Вот смотрите, я его меряю, он у меня примерно, видите, около 20 сантиметров в высоту. Эта юбка получается. Ставлю сейчас на полчаса в холодильник. То есть вот даже я сейчас его вот так поворачиваю в руках, он уже не плывет никуда. То есть абсолютно нормальный торт. Теперь я приготовлю куклу. Я ее, естественно, всю протерла спиртом. И теперь заворачиваю просто в фольгу. Фольга пищевая, естественно. Меряю, здесь она у меня до пояса примерно 17 сантиметров, торт у меня 20. И я эту куклу не буду погружать в торт до конца, то есть до пояса не буду, где-то до бедер. Потому что иначе эта юбка, она и так, эта кукла такая мелковатая, она у меня не будет смотреться, эта юбка. Вот обратите на это внимание. И куклу всегда устанавливаем в торт, немножко отклоняя ей спину назад. То есть, чтобы у нее была такая осанка хорошая. Чтобы она не вперед у нас смотрела, а немножко назад. Вот эта спинка ее. Все, кукла, в принципе, у меня стоит уже в торте. Я сейчас покрываю ее белково-заварным кремом. Здесь вот насадки элементарнейшие, которые я использовала здесь для этого дизайна именно. Насадка лист огромная, 113. Насадки 2 звездочки. Здесь номер 13 и номер 16. Насадка круг номер 2. И кондитерская насадка листик маленькая, 5 миллиметров. Итак, я покрыла белково-заварным кремом. Сейчас показываю, как можно сделать один из вариантов вот самого простого украшения юбки у куклы. То есть вообще без насадок. Берем обычный шпатель, можете брать вообще силиконовую лопатку, если у вас даже такого шпателя нет. И просто в бразильской технике вот так вот шпателем удаляем верхнюю часть крема. У меня внизу белый крем, это я просто верхний крем нанесла такой вот слегка зеленого цвета. Беру сейчас вот эту насадку огромную лист, номер 113, и делаю уже тот дизайн, который мне нужен. Делаю вот эти листики, потому что кукла, как я уже сказала, такая лесная жительница в данном торте. Здесь я вам просто на очень скорую руку показала, как можно сделать. Конечно, это нужно делать аккуратнее, но я все это сейчас буду убирать, поэтому просто вам для идеи такой, то, что можно юбку украсить просто вот такими воланами и не использовать даже никаких насадок в своей работе. Цвет майской зелени у меня здесь украсителя.
Краситель гелевый, водорастворимый я использовала для итальянской меренги белково-заварного крема. Здесь я просто из кондитерского мешка такие нанесла полосы, чтобы мне немножко сделать потемнее цвет самой юбки, потому что у куклы вот ее одежда была, она немножко потемнее, эта юбка. И я делаю такие небольшие переходы. Здесь у меня обычный шпатель, просто рифленый. Можете просто ножом это даже делать. У кого нет даже такого шпателя. Есть нож для хлеба специальный, и можно вот им делать. Здесь я особо ничего не выравниваю. По сути, этот торт идет тоже без выравнивания. Делаем просто вот такие волны. Еще раз повторяю, кукла лесная жительница. Здесь эта юбка не должна была быть так сказочной, бальная эта юбка. Наоборот, она должна была быть такая немножко хаотичная. Здесь я беру опять этот же шпатель и делаю вот теперь эти воланы. Здесь я намеренно делаю такие глубокие очень прорезы, чтобы было видно и белый цвет. Это все сейчас закроется у меня такими порослями, которые я буду делать из насадки номер 2 круг. То есть, чтобы был, ну, хотя бы какой-то контраст вот в этих воланах, потому что иначе все это будет просто зеленое, и этой зелени будет уже слишком много. Кукла, скажем так, ну, не во дворце живет это, а наоборот в дикой природе. Делаю такие как бы поросли вот из насадки номер 2. Может быть, где-то лианы какие-то или, ну, вьюнки какие-то. И теперь беру насадку номер 13, звездочка. Цвет у меня здесь бордовый. Я делаю из нее сначала блузку у куклы. Насадка самая маленькая звездочка, где-то 3 мм на выходе. Делаю блузку. И насадкой номер 2 круг я делаю вторую часть блузки, которая зеленого цвета, как и в наряде этой куклы. И здесь теперь из насадки номер 16 я делаю уже вот такие вот незамысловатые цветочки. То есть, еще раз повторяю, это платье, оно именно относится к кукле, которая живет в дикой природе. Здесь из насадки маленький листик, 5 мм на выходе, я делаю вот такие вот как бы листики. И из насадки номер 16 я дополняю вот эту блузку. И в принципе уже украшение по сути-то и готово у меня. То есть он торт очень незамысловатый. Потому что сам наряд у куклы, он тоже очень такой, ну, простой, скажем так. Девочка, которая очень любит эту куклу, она очень любит природу, животных, и вот все игрушки в этой же тематике. Вот с разных сторон, как получилась эта кукла. Теперь я беру крылья, я их подобрезала. Эти крылья, потому что они не помещались по своему размеру вот на эту куклу. Поэтому я бабочке обрезала со всех сторон крылья. И смотрите, я ее просто вставляю в юбку. И сзади я как бы прижимаю к блузке, да, вот к этой кремовой. Крылья стоят очень хорошо в самой юбке. И сейчас я еще туда вставлю такую деревянную шпажку сзади, чтобы наверняка уже держалась эта бабочка. Видите, она вот у меня там виднеется, вот она, эта шпажка. Я сейчас кремом просто ее как бы вот так обрамляю, чтобы ее не было видно. И я уже буду уверена, что никуда ничего не денется. И вот такое простое, незатейливое украшение торта кукла у меня получилось. И сборку вам показала. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.